Во-первых, я люблю Джоли и считаю ее самой красивой женщиной. Во-вторых, у меня, с персонажем Малефисенты связана... то есть моя история очень похожа на историю этого персонажа, что мужчина украл у нее крылья, предал как бы любимый мужчина, и она стала злой. Сейчас я не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту. Хотя мне 22. Сейчас мне 43 года, но на 43 себя не ощущаю вообще. Здесь даже не во внешности, наверное, дело. У меня есть ощущение, что я чего-то еще не знаю, и что мне еще надо многому учиться. Я, когда вышла на пенсию, я вдруг поняла, что мне действительно вот уже не 28 давно. Должна быть какая-то вот гармония, которую ты постоянно ищешь, и понятное дело, что ты ее не находишь. Но ты стремишься к этому. Один из симптомов моего распада личности 1,5 года назад, что я сейчас вообще ничего не чувствую хорошего. Плохого чувствую много. Часто плачу. Без крыльев сложно живется. Но настолько вот меня разбили, что я действительно не могла смотреть на себя в зеркало без слез, без какого-то отвращения. Просто так было удобно человеку, как бы его привлекало, что я вот такой одуванчик был, у меня никогда не было молодого человека, и вообще тогда мне в 18 лет такие представления идеалистические были о жизни. Он это все понимал, но при этом он осознанно ведь как бы растоптал меня. Еще на работе это тоже было. Аня же тихая, Аня все стерпит, Аня ничего никому не скажет, поэтому можно на нее и наорать. Всю работу, которая не входит в ее обязанности, все на нее свалить, потому что она все сделает. Она же хорошая девочка. Ну и вот, когда я поняла, что мне это не нравится, я ушла с работы, и я тогда, может, стала задумываться, что в отношениях это тоже меня все не устраивает. Смысл жизни я не знаю, в чем он. Иногда мне кажется, что я вообще ничего не умею, ничего не знаю. Да, я понимаю, что можно там работать, я не знаю, редактировать сайты. В журналистику я идти не хочу. В школу тоже нет. А работа мечты — мультипликатор. Ну это же обалденно. Но я рисую как собака. Я училась в детстве, да, но продолжать почему-то учиться я уже не помню, почему я не стала. Недостаточно сильно этого хочу или боюсь это делать, потому что заранее уверена, что ничего не получится. Давай. Весь твои фото, потому что я страдаю, потому что мне же можно, типа девочка играть стал. Захватим магаз, пиво и вина, пойдем со мной на дискотеку. В моем сердце пусто, дай богу, то, что было летом. Бам, 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 бам. Есть такая пословица, она мне очень нравится. Если все летит кувырком, просто в тартарары, то значит, в вашу жизнь пытается войти нечто чудесное. Насколько мир полон всяких интересных вкусняшек. Прям целой жизни не хватит, чтобы все попробовать, везде побывать. Я не знала, кем я хочу быть. Но об этом знали мои родители, как им казалось. То есть они желали, конечно, мне исключительно добра и самого лучшего, но в соответствии как бы с тем жизненным опытом, который прожили сами. Поэтому я пошла учиться на экономиста, потому что это вот как бы гарантировало теплое рабочее место, стабильный заработок. Был такой момент, я сижу на своем рабочем месте со своим столом, передо мной лежит кипа бумаг. Мне даже приступать не хочется, настолько мне это неинтересно. И вот такой момент, да, что я закрываю глаза, и я чувствую, что вот если бы я сейчас была от этого свободна, то есть вот по мановению волшебной палочки вот это бы все исчезло, я себе представляла, что у меня есть какая-то своя студия или мастерская.
я либо рисую, либо какие-то эскизы набрасываю, либо я просто фантазирую вот на тему какого-то образа. Но я не понимала, как это чисто вот какое-то прикладное, как бы, какое значение будет иметь. И я поняла просто, что я, ну, как бы в тупике нахожусь на каком-то жизненном. Занимаюсь не тем, чем я люблю. Не свою какую-то чужую жизнь живу, по чужим правилам. Я наделяла других людей правом одобрить меня или не одобрить. Я считаю, что это очень большое достижение в жизни — воспользоваться своим правом, заниматься тем, что ты любишь. Меня просто очень редко, видимо, хвалили или что, и в школе, и дома, и везде. И мне всегда вот это было острое желание, чтобы меня хоть где-то, хоть кто-то похвалил, сказал что-нибудь доброе. И вот когда я приносила рисунок маме и показывала, она говорила: ну, вот тут еще надо вот это исправить, вот это тут не так, это не так. То есть начиналась критика. И так каждый раз. И до сих пор это проявляется, когда я по работе обрабатываю там фотографии, какой-нибудь логотип делаю, и зову маме уже готовый показать, я им горжусь, мне он нравится, я хочу услышать, ну, где-то на подсознательном уровне похвалу, а мне говорят: ой, ну, тоже тут надо исправить так. И когда я маме говорю: мам, ну, лучше бы я тебя не спрашивала. И она мне сказала: а что, тебя хвалить каждый раз, что ли? У меня просто такая реакция была: а когда меня кто хвалил? Еще всю жизнь меня с сестрой сравнивает мама. Красный диплом, замуж вышла в 21 год. А я не вышла. И красный диплом, если у меня... Ну, мне, честно, пофиг, какой он будет, красный или не красный, но маме важно, чтобы был именно красный. Как в семье не без урода, что я вот именно тот самый урод, у которого ничего не получается никогда. Спряталась от страха и сидит, не шелохнется. Скоро солнышко проснется, говорит ей светлячок, а она в ответ: молчок. Знаешь, мне кажется, самое большое чудо — это рождение человека. Это самое большое, обыкновенное чудо. И мне кажется, он уже приходит с какими-то определенными задатками своими. И наша задача вот не помешать ему стать тем, кем он хочет стать, кем ему уже предназначено быть. Родители меня назвали Лялей. С этим именем я жила лет, наверное, до 12. В пионерском лагере я была один раз в жизни, и мне там вожатая подошла ко мне и говорит: ой, девочка, у тебя какое-то имя такое непонятное, давай мы тебя будем Леной называть. Я говорю: давайте. Я так обрадовалась, вот лишь бы только не Лялей быть. Поскольку я родилась в деревне, то там все на виду. И когда я, нацепив на себя разные занавесочки, бегала по улицам и пела песни, то соседи говорили маме, что нужно меня обязательно отвезти, показать врачу. И даже меня прозвали артисткой Погорелого театра. Мне хотелось быть артисткой, ну, как многие девочки, наверное, такого переходного возраста. Не получилось, но человек, оказывается, все равно находит то, что он хотел. Преподавание — это же тоже процесс, который сродни актерскому процессу. И то, что сейчас я выступаю перед детской аудиторией, и я сама пишу себе сценарий, и стало быть, в какой-то степени могу себя назвать артисткой. Я, наверное, скорее всего чувствую себя одним из героев. Сейчас я пишу о мышонке, я мышонок. А вот через секунду я пишу о кошечке, я кошечка. Пускай он живет. Что если комарика кто-нибудь ждет? Я соком томатным его угостил и настежь окно распахнул. Отпустил. Стихи детские, они ведь полны наивности, полны какого-то безоглядного оптимизма, и тем интереснее писать детские стихи, потому что в них всегда живет надежда на лучшее. У Деда Мороза я бы попросила, во-первых, как это не банально, здоровье, чтобы срослись у меня наконец-то эти кости, которые никак не могут срастись,
чтобы я была целая, чтобы я не умерла за этот год, чтобы у меня появилась наконец-то цель какая-то. Не те, которые есть сейчас, что-то поважнее. Вот, чтобы что-то важное появилось в моей жизни. Наверное, вот так. Спросила меня подружка: ты чем сейчас занимаешься? Я говорю: давай я тебе сейчас скажу, как я это называю, а ты попытаешься понять. Я говорю: художник по созданию образов для рекламы и кино. Она зависла, то есть попыталась осознать. И первая ее реакция была: а неужели у нас снимают рекламу и кино? Как этим можно заработать? Неужели это кому-то у нас нужно? Я могу сказать, у нас чего только не нужно, вот честно. Вот даже если непонятно, как этим зарабатывать деньги, иногда на этапе становления, на этапе поиска себя, это вообще не важно. Потому что я не уверена, что есть такая вообще в принципе специальность, в которой можно научиться. Художник по созданию образов для рекламы и кино. Ни разу нигде не встречала. Это род деятельности, который когда-нибудь станет отдельной профессией. Первое слово, которое я в жизни прочитала, это было слово «Барби», которое на журнале было написано. В мультике «История игрушек 2» эпизод, когда Вуди похитили куклу, и пришел реставратор, у которого был такой сундучок, и он посадил куколку, и он там красил ему, подкрашивал волосы, приводил в новое состояние. Я помню, когда в детстве был этот эпизод, я так смотрела, думала: я хочу быть таким же дедушкой, который будет ходить такой же скрупулезностью ухаживать за куколками. Мне это нравится, меня это успокаивает. Мне это доставляет удовольствие. Чтобы убрать пушистость, еще что-то, это тоже в горячей воде с бальзамом. Там много, на самом деле, таких манипуляций. Надо сделать аккуратно расчесывать каждый сантиметр, особенно расческой. Мне тоже Настя говорит, что ты же можешь шить или еще что-то делать. Это все продается, есть очень много людей, которые это все готовы покупать, они ищут по всему интернету необходимое. Но, все-таки я уже сколько лет живу на зарплате, которая, знаешь, сегодня есть, завтра нет. Я могу месяц без работы сидеть, потому что нет заявок. Я человек, который всю жизнь боится шаг влево, шаг вправо сделать. Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и полюбишь с первого же взгляда. Я поняла, что я счастлива в своей семье, и меня так это захватило все, что я даже на время забыла, что куда-то надо ехать, надо лететь, надо 20 раз пробовать куда-то еще поступать. Семья занимает самое главное место в моей жизни. Все остальное — это хобби. И написание стихов, и работа. Я никогда от этого не страдала. Я считаю, что это мое счастье, что я именно так расставила приоритеты в своей жизни. И мне очень комфортно от этого. В молодом возрасте над этим не задумываешься, то есть там просто какая-то химия процесса случается, то есть ты влюбляешься. Я очень часто влюблялась. Встретить человека, который бы, быть с ним на одной волне, становится с каждым разом все сложнее. Я не знаю, где это произойдет. Может быть, совершенно вообще фантастическая история, то есть сейчас ты снимаешь про меня кино, и вдруг это кино каким-то непостижимым образом попадет на глаза мужчине моей мечты. Может же такое случиться. И тогда и таким образом он меня найдет. Выложи печеньки на тарелку, пожалуйста. Это твой. Забирай. У меня тут все в игрушках. Мне сегодня попалась Барби. В прошлом году было то же самое, что и в этом. А последние месяцы
у меня жизнь кипит, я же себя ударила в подбородок. То есть у меня и то, и это все новое, и это все так интересно. Ну, да, я там не бросаюсь в это все с головой, но просто мне реально чувствую, что я живу, реально как-то... Я не чувствую себя больше улиткой. У меня откуда-то начала браться энергия, которой реально никогда не было. То есть у меня столько сил, раньше, не знаю, я в магазин сходила, уже уставала. А сейчас я и работаю, и потом на теорию, и еще там куда-нибудь заехать к маме, потом еще в магазин. И в итоге я прихожу домой, конечно, уставшая, но я уже не разваливаюсь. Ну то есть, блин, я не знаю, как это объяснить. Я есть во Вселенной, пусть крохотной точкой, в каком-нибудь мае раскроюсь я почкой, румянцем на щечке твоей расцвету, и лето, как ленточки в косы вплету. А время придет, ярко-рыжей листвою, собою аллеи я в парке укрою. Рождественской сказкой, рифмованной строчкой я есть во Вселенной повсюду и точка.